Накануне в столице Сирии, Дамаске, произошли события, моментально привлекшие к себе пристальное внимание всего региона и вызвавшие широкий резонанс. По сообщениям ряда источников, сирийские силы безопасности провели операцию, в ходе которой были арестованы две фигуры, имеющие высокий статус в палестинском движении «Исламский джихад». Речь идет о человеке, представленном как глава движения на сирийском направлении Халеди Халеди, а также о главе Организационного комитета по сирийской арене Абу Али Ясере. Что делает эту новость не просто важной, но по-настоящему уникальной. По имеющимся данным, это стало первым прецедентом, когда палестинский лидер столь высокого уровня был задержан на территории Сирии. Само по себе это событие уже является экстраординарным, но оно приобретает дополнительный, почти детективный оттенок, если посмотреть на контекст произошедшего. Дело в том, что эти аресты произошли с поразительной быстротой менее чем через 2 суток, а точнее, менее чем через 48 часов после другого события. Накануне Дамаск посетил президент Палестины Махмуд Аббас. Этот визит стал его первой поездкой в Сирию за последние 16 лет. В ходе визита состоялась его встреча с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. И вот, почти сразу после того, как Махмуд Аббас покинул сирийскую столицу, следуют эти аресты. Возникает закономерный вопрос: была ли между этими событиями некая связь, или это всего лишь цепь поразительных совпадений? И пока эти вопросы висят в воздухе, важно понять, как на ситуацию смотрит сама Сирия. Буквально накануне президент Сирии Ахмед аш-Шараа в интервью американской газете New York Times озвучил ряд ключевых позиций своей страны. Он подчеркнул, что распространение нестабильности и беспорядков в Сирии нанесет урон не только соседним государствам, но и всему миру. Президент аш-Шараа заявил, что сирийское руководство ясно дало понять всем сторонам: любое военное присутствие на территории страны должно строго соответствовать ее законодательству. Сирийский лидер добавил, что любое иностранное присутствие в Сирии не должно использоваться для создания угроз другим странам через сирийскую территорию. Касаясь темы вооружений, аш-Шараа пояснил, что Сирия пока не получала предложений от других стран о замене своего арсенала, большая часть которого произведена в России, и отметил, что сирийские интересы в этом вопросе должны быть учтены. На фоне этих региональных интриг и жестких позиций Сирии внимание приковывают другие, не менее драматичные события, разворачивающиеся на самой палестинской политической арене. Накануне президент Палестины Махмуд Аббас выступил с серией заявлений, которые можно назвать не иначе, как шквал критики в адрес движения Хамас. В своих высказываниях он не стеснялся в выражениях, прямо возложив на Хамас ответственность за то, что он назвал предлогом, которым пользуется Израиль для проведения своих операций и масштабных разрушений в секторе Газа. Это их отсчета, по мнению Аббаса, лежит в событиях 2007 года. Президент Аббас категорически потребовал от Хамас предпринять шаги к передаче лиц, удерживаемых в секторе, включая гражданина США. По его логике, именно этот шаг способен лишить Израиль оправданий для продолжения текущей ситуации. Говоря о происходящем в Газе, Аббас выразил глубокую скорбь и обеспокоенность в связи с огромным числом жертв среди мирного населения, охарактеризовав ситуацию как крайне трагическую и потребовав немедленного прекращения всех форм насилия. Эмоции в его речи были настолько сильны, что, по сообщениям, он использовал обороты, которые вызвали заметную реакцию в общественных дискуссиях, в том числе в интернете. Помимо прочего, прозвучали и серьезные обвинения в адрес движения относительно распределения поступающей в сектор гуманитарной помощи. Эти жесткие заявления были сделаны в рамках заседания Центрального совета Организации освобождения Палестины площадки, где, к слову, обсуждались и внутренние структурные вопросы, такие как создание поста вице-президента Исполнительного комитета ООП. Нет никаких сомнений, что столь прямые и резкие обвинения со стороны главы палестинской автономии не останутся без ответа со стороны Хамас, и в ближайшее время следует ожидать ответной реакции, что неизбежно повлияет на сложную палестинскую политическую картину. Впрочем, под шквалом критики находится не только Хамас. Положение самого Махмуда Аббаса и палестинской автономии под его началом вызывает острое неприятие внутри палестинского общества. Многолетнее отсутствие выборов ставит под прямой вопрос его легитимность.
Его руководству открыто ставят в вину неспособность добиться создания государства и полную зависимость от внешних сил. Особое возмущение вызывает координация в сфере безопасности с Израилем. Многие считают это прямым пособничеством оккупационной державе. Его нередко упрекают в полной оторванности от настроений народа, особенно на фоне растущих симпатий к силам сопротивления. Все эти события разворачиваются на фоне долгой и непростой истории палестинского присутствия в самой Сирии. Сирия традиционно являлась важным убежищем и операционной базой для различных палестинских группировок. Однако их положение и отношения с сирийскими властями всегда были сложными и претерпевали значительные изменения, особенно после начала конфликта в 2011 году. Исламский джихад, например, является одной из фракций, которые не покинули Сирию после 2011 года. При этом отмечается, что движение не оказывало открытой поддержки режиму и не участвовало в боях на его стороне. Важно помнить и о значительном числе палестинских беженцев, проживающих в Сирии. До начала конфликта в 2011 году их численность оценивалась Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в районе 560 тысяч человек. Сейчас их около 438 тысяч, и более 40% из них имеют статус внутренне перемещенных лиц в пределах самой Сирии, что подчеркивает их уязвимое положение. Наконец, нельзя игнорировать и внешний фактор, который постоянно присутствует в сирийской и палестинской повестке действия Израиля. Известно, что ряд объектов и штаб-квартир исламского джихада в Дамаске уже несколько раз подвергались ударам со стороны Израиля в прошлом. Последний такой инцидент произошел 13 марта, когда, по сообщениям, израильская ракета поразила жилое здание в районе Думар, которое связывают с генеральным секретарем исламского джихада Зиядом ан-Нахали. Это напоминает о том, что ситуация вокруг палестинских фракций в Сирии тесно вплетена в более широкий региональный конфликт и интересы различных внешних игроков. Таким образом, мы видим сложное переплетение событий. Неожиданные аресты лидеров палестинского движения в Дамаске, произошедшие сразу после визита палестинского президента, четко обозначенная позиция Сирии относительно своего суверенитета и интересов, глубокий и публичный раскол между основными палестинскими движениями, выраженный в жесткой критике Аббаса в адрес Хамас, непростое положение самого палестинского населения в Сирии и постоянное присутствие фактора внешнего вмешательства. Что именно стоит за арестами в Дамаске? Как эти события повлияют на будущее палестинских фракций в Сирии и их отношения с властями? Как будет развиваться противостояние между палестинской автономией и Хамас после таких резких заявлений? И какую роль во всем этом будут играть региональные и мировые игроки? Ответы на эти вопросы покажет только время, но очевидно одно – ситуация остается крайне напряженной и динамичной. Следите за развитием событий вместе с нами.